Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Взаимно. Юрий, главный, наверное, вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, что вообще поменялось в войне? У России достаточно такая жесткая риторика. Выходит Лавров и говорит: мы вот договаривались с американцами, мы пошли на уступки, ждем теперь, когда по-мужски поступит сторона американская. Говорит, что потепление не пахнет, да, не пахнет этим потеплением, и танкеры, охота, и санкции. В общем, радужные перспективы отменяются в отношениях России и США. Параллельно с этим показали сегодня вот этих исполнителей убийства, да, заказного убийства генерала Алексеева, которое не состоялось, но у нас есть целая порция подробностей, которая тоже меняет правила войны. И как бы если посмотреть в перспективу, это отразится и на ходе боевых действий, ну, наверное, должно было бы, и, конечно же, должно отразиться на участи украинцев. А много украинцев едут через фильтрацию в свои дома или куда-то на территорию России, и теперь, судя по всему, их будут вычищать особо тщательно. Ну и Зеленский, который, собственно, у которого все хорошо, он дает распоряжение Шмыгалю готовиться к новому отопительному сезону, прятать всякие подстанции, генераторы и разного рода переносные мобильные, ну, скажем так, ТЭС или как вот такие приспособы, которые, в общем-то, рассредотачивают от крупных, так сказать, объектов, ну, к более мелким. Уже отчитались о том, что вот, смотрите, у нас там мобильные станции, вот мы готовимся. Получается, что конца и края войны не видно, но как она поменялась, исходя из вышеизложенного? Что думаете? Да, ну, вы, конечно, правы, что на сегодняшний день я лично тоже не вижу никаких предпосылок к окончанию этой войны. Вот. И Лавров, которого вы упомянули, на сегодняшний день в российском руководстве, казалось бы, да, дипломат, он всегда был очень сдержан, он всегда был предельно аккуратен в каких-либо определениях. Но, тем не менее, Сергей Викторович Лавров уже говорит сегодня, что с американцами идет очень тонкая игра, и инициаторы этой игры, опять же, находятся в Вашингтоне, что вот этот псевдомир, о котором говорят в Соединенных Штатах и лично президент США Дональд Трамп, ну, это своего рода такой троянский конь для России. И об этом прекрасно понимают и в МИД Российской Федерации, и в самом Кремле. Поэтому и идет такая, еще раз говорю, тонкая игра, да, но очень-очень-очень с такими знаковыми психологическими приемами. В любые контакты сейчас с американцами у россиян это целый такой, знаете, тренинг психологический. Кто кого и кто первым дрогнет. Это если так мягко выражаться. Но, тем не менее, если переносить вот все это и влияние Соединенных Штатов на Украину непосредственно, то ничего не изменилось. Как не изменилось и на фронте в том числе. То, что тактика войск российских меняется ежедневно, это очевидно. То, что тактика, если ее так можно назвать, обороны украинской армии меняется также, и, правда, некому менять, потому как, скажем так, мозгового штурма ожидать ВСУ не приходится. Вот. Но, тем не менее, они пытаются тоже в Киеве выстраивать оборону, но по принципу воюем тем, что есть. А иначе, ну, никак. Конфликт для Киева нужно продолжать, затягивать.
и как можно дольше, потому как это и есть та таблетка для Зеленского, которая помогает поддерживать его тщедушный организм в поле, так сказать, Европы и в поле самих Соединенных Штатов, как некоего национального лидера, но не президента. Вот сейчас Зеленский выглядит для Запада, они все, кстати, меньше и меньше, если вы заметили, называют его президентом. Они называют его национальным лидером. Правда, я не понимаю, кто на Украине из трезвомыслящих может согласиться с этим определением. Ну, канцелярия Зеленского так себе придумала. Для того, чтобы, во-первых, не проводить никакие выборы, хотя трескотня по этому поводу идет все 4 года. Кстати, не так уже далека та дата, которую, значит, печальная дата для Украины, нацистской Украины, которую мы будем скоро отмечать. Это ровно 4 года, когда началась специальная военная операция российская на Украине. 24 февраля. Вот такая вот моя концовочка того, что вы спросили. А что касается фильтрации, вот это интересная тема, конечно. Абсолютно, я так, без, так сказать, юродства какого-то скажу, что это абсолютно нормальная процедура, если она, конечно, не перехлестывает определенные нормы, которые положены в этом случае. Потому как, вот посмотрите, что творится сегодня в Российской Федерации. Облегченный вот этот безвизовый режим, да, въезда из Украины в Россию привел сегодня к тому, что россияне сожалеют об этом. Что так можно было свободно въезжать все эти годы после 2014 года на территорию России. И кадры, нужные для службы безопасности Украины, сегодня не надо долго искать на территории России. Они там находятся уже. Для того, чтобы проводить террористические акты, заказные убийства высшего аппарата Министерства обороны и высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Там кадры есть уже, понимаете? Вот той фильтрации, которая должна была быть, да, и то, что сегодня существует, скажем, в аэропорту Шереметьево, но это еще недостаточные меры, я считаю. В период войны это должно быть очень тщательно все продумано. Вот. И Украина, кстати, по этому поводу на сегодняшний день целиком закрытое государство. Вот когда-то издевались там над КНДР, да. Вот. А сегодня Украина еще хлеще, чем КНДР. Ну, смотрите, Зеленский же выходит и студентам рассказывает, у нас рабства нет. Хочешь уехать, не мобилизационного возраста, ты езжай ради бога. Чего ты, женщины, дети, вперед. Да. И самое интересное, что в этот момент, там же эта встреча в Киевском национальном университете, там студенты, кто-то в форме, кто-то просто, абсолютно пустые глаза у этой молодежи, да. И там же выхватывают как бы... А вот вы знаете, что я заметил в этих глазах? Страх. Люди, услышав этого идиота, как бы национального лидера, да, как я сказал, а они боятся за свое будущее, находясь на Украине сегодня. Они не знают, что делать. И в этих глазах не недопонимание, а страх. Вот это самое главное. И как вот с этим бороться, этому руководству? Ну, страх здесь зиждется у украинского руководства прежде всего на том, что если человек боится, то он, наоборот, будет беспомощен в своем сопротивлении для ТЦК. Понимаете? Вот. Лапки поднимут или лягут на землю, закинув ручки за затылок, и все, и сдадутся. Но так ли это? Это тоже интересный вопрос. Я как-то не вижу, вы помните, мы с вами не раз обсуждали эту тему о ТЦК, об этой свиной мобилизации, что когда-то Аваков объявил 4 миллиона стволов, не зарегистрированных на руках после Майдана украинских граждан. А с началом СВО на востоке Украины
просто вываливали ящиками во дворах эти автоматы Калашникова. Так я задаю себе вопрос, кто там на Украине остался, как вы говорите, с потухшими и неопределенного взгляда глазами, которые, ну, где это оружие вообще? Где это отстаивание своего права на жизнь? И выходит вот этот вот пересидент Украины и, выступая перед студентами, пытается поднять их боевой дух, что ли? Но где вот эта связь, да, между желанием свободы, гидности, достоинства на Украине, да, и таким положением дел, что это достоинство, сама та власть, которая делала Майдан, сама же вытирает об него ноги, поливает его навозом. Где вот это, где-то разрыв этот произошел? Вот что интересно. Если вернуться к покушению на Алексеева, очень же интересные подробности. Паспорта пополучали вот эти сообщники, эта группа. Да, очень легко. Васин, который помогал, да, которого тоже задержали, он сторонник ФБК, да, вот этого Навального, этой истории. Значит, сам этот стрелок, да, проходил на полигоне в Киеве, да, в 25-м году, в августе его завербовали и забросили на территорию Российской Федерации. Сам с Тернополя. То есть мы видим, что достаточно все свежо. Несмотря на то, что вы делаете акцент на том, что уже сидят спящие там ячейки или еще кто-то. Нет, все очень и очень свежо. Поэтому тут надо посмотреть немножко, может, под другим ракурсом, понимаете? Получается очень интересная история. Сибига говорит, это не мы. Ну, вот выходит и официально говорит, это не мы. И все же молчат. Ну, то есть все молчат. Один Сибига, у него как бы вода не удержалась, и он, так сказать, говорит, это не мы. Понимаете, в чем дело? Это максимально зря, потому что, ясное дело, что если бы все удалось до конца, то тогда бы это бы возвели на знамя, сказали, вот, смотрите, мы бьем. На этой встрече со студентами Зеленский же как препарировал эту историю? Он же берет, у него как бы причинно-следственные связи. Говорит, вот россияне берут, продают нефть, эту нефть превращают в деньги, эти деньги, получается, сыпятся на голову украинцев, поэтому мы можем бить куда угодно. Это, в общем-то, наше право. Российская сторона эту логику применяет, разве что по ударам по энергетике, имеется в виду, что, питание этих предприятий, там, дроновых заводов, разных мануфактур и, в общем, военно-промышленного комплекса. Но это же, видите, как представляется, как кощунственная логика. Но вместе с этим вообще логика у Зеленского отсутствует. Он рассуждал, ему вопрос задали на этой встрече со студентами по поводу сел. Село же умирает. И он выдал такую тираду, вообще очень слабо, с точки зрения там, государственника он выглядел, и он говорит, что нет, мы там село поддерживать не будем, вот я знаю много стран, которые там поддерживают, мы там у нас другая история, в общем, предприятие в городе, оно растет, платит налоги и из города переезжает в село, потому что, так выгоднее, так лучше, они там как бы разрастаются, и нормальная практика, когда из города в село, поэтому он делает ставку на как бы городские предприятия, которые туда переехали. Логика отбитая напрочь. Любой маломальский человек в университете, изучавший экономику, говорит, что это есть такие тенденции, но ставку на это делать нельзя. Нельзя. Наоборот, предприятия режутся, на их месте возводятся жилищные комплексы и всякая инфраструктура другая. То есть мы видим немножко другую урбанистическую взаимосвязь, но тут проблема же в том, что война, понимаете, и как раз-таки эти предприятия засовываются в города, чтобы спрятать под вот этими куполами, о которых они говорят. Но суть вопроса в другом. Смотрите, как ответит Россия, да? Как ответит Россия и все-таки каких нам, вот то, с чего я начинал, видоизменений в этой войне ожидать? Я лично исхожу из следующей логики. Кто в этой войне наиболее последовательный? Задавая себе этот вопрос. И нахожу очень четкий ответ. Наиболее последовательный в этой войне – это сторона Российской Федерации. Вот пока что... Все, что заявлял ранее Запад,
все, что заявляли в Соединенных Штатах, все, что заявляли в Киеве, но это все сейчас перевернуто с ног на голову. То есть нет какой-то четкой, как говорят, линии партии, да? Ну нет ее. Они шарахаются, что на Западе, что тем более на Украине. Там вообще-то и, скажем так, мозгов никаких нет. Они шарахаются из стороны в сторону, преследуя свои низменные цели, самые низменные. Вот что касается, вы задали вопрос по поводу, по поводу того, какие цели вот в данный момент. И в том числе по поводу террористических актов. Ну, понимаете, государство, которое сильно своей военной мощью, оно в самый последний момент делает ставку на то, чтобы уничтожать каким-то образом высшее руководство страны или командование тех или иных вооруженных сил. Я так сейчас абстрактно говорю. А сегодня Украина просто сделала ставку на террористические акты. Когда мы говорим об этих персонажах, которых уже повязали, слава тебе Господи, не прошло и 3 дней. И, кстати, вчера Владимир Путин и глава ФСБ Бортников поблагодарил руководителей спецслужб и глав государств, сотрудничавших в поимке этих негодяев с украинским прошлым связанных, и высказал благодарность. Кроме благодарности, там еще была очень интересная мысль по поводу дальнейшего сотрудничества спецслужб. А упоминаются спецслужбы в первую очередь ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов, это тоже важно, и Республики Беларусь. То есть, казалось бы, да, такая отдаленность определенная, а спецслужбисты, у них своя игра, своя работа. Вот. И в самых критических ситуациях они прекрасно понимают, что это может коснуться и их самих, их страны. Поэтому здесь, как говорится, дать бой в свое время и своевременно терроризму очень немаловажная задача. Вторым моментом в этом вопросе вашем есть очень важный подтекст. А именно, сегодня спецслужбы Украины работают в основном на российскую молодежь. Вот поджигание всех релейных шкафов на РЖД, российских железных дорогах, это вот головная боль в России, ну, можно так выразиться, на сегодняшний день, когда молодых людей за какие-то $500, да, покупают для того, что они граждан России, молодежь не украинская, а российская молодежь, идет очень серьезная киберобработка, онлайн-обработка вот этих молодых людей, граждан России, которые, поддавшись на вот эти игрушки и деньги, в первую очередь, идут и поджигают вот там те же релейные шкафы, да. А еще, вот если говорить так по-серьезному, то еще делают ставку на тех, кто выходит из Украины. Как вот в данном случае эти люди. То, что они, я, кстати, не исключаю, то, что они были ранее завербованы для подобной работы и, получив таким образом гражданство российское, находили, это тоже своего рода неплохая, я бы так сказал, работа. Здесь я даже могу похвалить украинских спецслужб. Но не учли одного на Украине, что все вот эти террористические акты будут иметь последствия колоссального возмездия. Какого?
А вот то, что за смотрите, сегодня... тут очень... Нет, Саша, я сейчас отвечу. Ваши слова Да. можно абсолютно, ну, как бы противопоставить, да, абсолютно перевернуть и отразить в отражении, скажем так, других фактов. Ну, вот смотрите, вы говорите, убийство высшего там командного состава первых лиц государств. Так это считается во время войны самая жирная цель. Понимаете? Это не признак какой-то слабости. Это вот так они действуют. Нас научил Моссад, нас научили вот эти, скажем, операции других стран. Их берут за пример. Более того, их пытаются повторить, внедрить. Шутят же про пейджеры и все остальное. Дальше. Вы говорите молодежь. Так и там не молодежь. Там какие-то, я не знаю, старперы вот исполняли по поводу, ну, этот заказ на Алексеева. Просто, понимаете, там и подумать никто не мог, да, что какой-то там под 60 лет, ну, 50 плюс, вот эти женщина какая-то, которая в чате активничала этого дома. То есть, понимаете, тут как бы наоборот, абсолютно. Это же не какой-то узбек прикатил какой-то самокат, он взорвался, или какой-то каршеринг машина, когда проходил мимо какой-то генерал. Тут понятно. То есть мы имеем дело немножко с другим подходом. И, ну, абсолютно как бы по-другому нужно реагировать. Вы говорите о последствиях. Ну, окей. Последствия на себя будут ощущать, вот как вот в Одессе погибли опять 2 человека во время обстрела. Еще вот это только, понимаете, воспринимается и ставится, что, мол, Россия ничего не может, она вот только будет утюжить мирное население, попадать в дома. И так к этому и относятся в Украине, потому что они не видят никаких подобных или каких-то еще спецопераций. Не хватает, наверное, смекалки, выучки, и уж тут не до благородства, как видится непосредственно по противостоянию. Вы упоминаете местоимение «нас», «мы видим». Вы что имеете в виду под словом «нас»? Вы участник этих операций террористических? Я далек от этой мысли, Нет, Александр. мы наблюдаем, подождите, мы же наблюдаем, и что Кто генерал... мы? Кто генерал, люди, которые следят за всем происходящим, да, которые могут оценивать, давать комментарии. Послушайте, вот давайте так, все-таки вернемся на землю, а не будем где-то, скажем, по верхам хватать. Террористическая деятельность киевского нацистского режима, она комплексная. Когда я говорю о молодежи, это не значит, что молодые должны идти молодым поручат такие сложные операции, как исполнение террористического акта покушения на жизнь какого-то важного российского чиновника. Но все-таки там необходимо, ну, хотя бы какая-то маломальски подготовка или хотя бы жизненный опыт для того, чтобы пройти оформление российского гражданства. Вот. Для молодого человека 20 лет оформление российского гражданства из Украины, молодого человека, на сегодняшний день представляет гораздо большую сложность, чем человеку, которому 67 лет. Это вот чисто такой тоже психологический момент, понимаете? Потом вы говорите о том, что нет, дайте потрогать что-то, вот, переходя, так сказать, уже предметно к вашим словам. Скажите, а вы разве не чувствуете, что еще каких-то 2 года назад в Киеве нормально все существовало и функционировало? Отопление, электроэнергия, подпольные, я так их называю, не подпольные, они государственные, предприятия, выпускавшие военную промышленность, обмундирование, работали. Никто не замечал. Вот я же еще раз повторяю, я когда учился в учебке, да, когда мне было еще 18 лет, был призван на флот под Ленинградом. У нас в учебном отряде связи висел лозунг огромный, аршинными буквами написанный. Слова Ивана Степановича Попова, Александра Степановича Попова, простите. Того человека, который изобрел русское радио и вообще радиосвязь. И он там сказал: связь нужна как воздух. Когда она есть, ее не замечают. Когда ее нет, все задыхаются. То же самое с энергетикой украинской. Это и есть тот способ возмездия российского, который сегодня просто-таки разваливает Украину на части, кромсает ее, экономику, психологию украинских граждан, моральное состояние и так далее. Вот в чем тонкость игры России.
а не в том, что они будут там сейчас высокоточными ракетами поражать какого-то Ермака, Зеленского. Плюнуть и растереть. Это можно сделать в любой момент. А вот мы говорим всегда о том, что почему Россия движется так медленно. Так она движется, может быть, и медленно. Но вы посмотрите, какая Украина на сегодня немощная. Разве кто-то мог подумать еще 4 года назад, что, начав специальную военную операцию, Украина не сможет противостоять? Да, конечно, сможет. Нас тем более НАТО поддержит, если нам не хватит собственных сил. Вы посмотрите на сегодняшний день, что произошло. В НАТО уже пересматривают позицию в отношении Украины. Они заинтересованы в своих собственных силах. Как их бы восстановить? Трескотня по поводу того, что там годов 2018-2017, да у нас экономика в 5 раз больше, чем у Российской Федерации. ВВП в 10 раз больше, чем у Российской Федерации. А где это все? Где оно на сегодняшний день? Европа сегодня рост ВВП за 2025 год минус 3%. Да, у России есть рост, он невелик, 1%, но это рост. Я просто беру сравнение. Сравнение к тому, кто с кем ведет войну. Вот вам и пожалуйста. То же самое и здесь. Терроризм на сегодняшний день – это главная программа в войне Украины, в войне с Россией. Ставка на террор. Персональный террор. Причем я считаю, что в России здесь, и это, кстати, признают ведущие эксперты российские, в этом смысле очень недорабатывают. Там действительно, что касается, например, высшего командного состава вооруженных сил, они должны были сделать, и в этом уже признаются многие в Российской Федерации, как американцы. То есть, если есть с какой-то страной конфликт, есть специальные военные городки, где все живут американские военные, а тем более высшего звания, высшего командного звена. Тем самым находясь вне забора, который выходит в гражданскую жизнь, где могут орудовать те же террористы. А российские генералы на сегодняшний день, это, кстати, не украинские генералы, у которых там есть и дачи в Конче-Заспе, и катаются они на мерседесах, сказалось бы, особенно в последние годы. Тотальной нищеты в вооруженных силах, недоедания, недообувания и недообеспечения. А украинские генералы себе жируют, слава богу. Хоть на поле боя, как говорится, бестолочь, но себе любимому мы всегда найдем, так сказать, сладкий пряник. И в этом смысле американцы всегда продумывают. Они всегда помнят о терроризме, особенно исламистском терроризме, когда они вели борьбу с той же Аль-Каидой, ну и так далее и тому подобное, которую сами же и создавали. Вот. А потом пришло то самое возмездие, о котором я сегодня пытаюсь говорить. И они помещают военных в специальные военные базы, куда доступ крайне ограничен. Там есть все. И детские сады, и школы для детей, и больницы, и коттеджи для высшего командного звена вооруженных сил Соединенных Штатов. И россияне, к сожалению, в этом немножечко подстали. Поэтому так они легко, российские генералы, и досягаемы для различного рода террористов, причем далеко не профессионального толка. Возьмите даже вот этот последний случай, да, с генералом Алексеевым. Я здесь, кстати, снимаю шляпу перед самим генералом, которому 66 лет. 64, простите. Будучи раненым в ногу и в руку со спины, он сумел развернуться, еще пытался отобрать оружие у террориста. Ну, там многие смеются, борьба двух стариков или двух дедов. Ну, можно и так, конечно, сказать. Но то, что бывший спецназовец Алексеев сумел, так сказать, собраться с силами и получив, кстати, в этой борьбе
пытаясь отобрать оружие, пулю еще третью в грудь, говорит о том, что этот человек не робкого, значит, характера, что Нет, он может и безусловно, постоять за себя. безусловно, это такой эпизод, да, кто-то там, конечно, ерничает по сети, что владеет, но это, наверное, где-то и спасло ему жизнь. Почему? Потому что обычно, Конечно, если бы, конечно, ну, условно, тогда бы он бы, ну, контрольный бы был выстрел. Да? А конечно. так, видимо, это вся суматоха. Да, и террорист испугался, кстати. После того, даже когда он выстрелил третий раз, он решил уносить ноги, потому что и прятать оружие. Потому что он понимал, что каждая секунда сейчас уже работает против него. Там поднялся, во-первых, крик, соседи выбежали на лестничную клетку, начали полицию вызывать. Это все дело секунд, молниеносно происходит. Это мы так просто сейчас рассуждаем, долго разговариваем. А все происходило за считанные минуты, считанные секунды даже. Поэтому я еще раз говорю, что генерал Алексеев не робкого пошиба, так сказать, офицер. И он сумел за себя постоять, будучи в таком уже тяжелом состоянии, имея 2 ранения. Вот. А то, что на сегодня СБУ не просто-таки там делается, а развивает эту деятельность террористическую, понимаете, это делают эту войну для России праведной. Вот в чем смысл. Подчеркивая то, что незаконный нацистский режим в Киеве должен быть низвергнут. То есть Зеленский, кстати, выступая 5 февраля со своими очередными вечерними видосиками, упоминал об этом случае, где он давал распоряжение соответствующим лицам спецслужб по поводу проведения спецопераций на территории России. Это сегодня уже, анализируя, как всегда, запоздало этот фактор, могли бы, конечно, и подсуетиться ключевых, значит, офицеров Министерства обороны России, хотя бы взять под какую-то временную охрану. Или временно, кстати, их изолировать в тех же зданиях или частях, где они работают. Но все-таки продолжали, значит, не паниковать, грубо говоря, отпускать их домой и так далее и тому подобное. Не сажать на казарменное положение. А Зеленский 5 февраля косвенно, но предупредил, что будут проводиться спецоперации на территории России. Вот такая ситуация. Поэтому перекладываю, опять же, все эти события на фронте, то, о чем вы упомянули в самом начале, ничего не меняется. Абсолютно. Еще раз говорю, меняется тактика ведения войны. Ну, стратегия по-прежнему та же, а вот тактика ведения войны, применение различных типов вооружений, она, конечно, изменяется. Причем изменяется не в пользу для Украины. По поводу фронта. Много шума насчет старлинков и их отключения сейчас. Но давайте так. В контрнаступление... Вот сейчас все ждут какого-то контрнаступления. Сегодня главный синоптик Украины пришел и сказал, благую весть принес. Вот там еще одну ночь таких морозов, да, а потом немножко пойдет на плюс. На Закарпатье уже там +2 будет. И, соответственно, да, вот полегче будет. Есть такой депутат Костенко, тут вообще говорит, ну, то, о чем вы говорили выше, что Украине вообще не выгодны переговоры, нужно продержаться зиму, выйти на весну и, в общем, для того, чтобы, в общем, уничтожать, как бы, да, и потом Россия уже не будет ничего требовать и, в общем, как бы истощиться, все поймут, что дойдем до какого-то тупика, и тогда уже садиться на переговоры, да, вот за стол переговоров. Причем там, опять, эмоционально, конечно, можно окрасить эту речь Костенко как угодно, но, в принципе, логика-то понятна. Ну, по большому-то счету понятно. Из нее, из этой, скажем так, цели и стратегии убраны всяческие там границы 91 года, какие-то вот эти, ну, другие мантры, которые нам до этого очень долго, скажем так, вливали в уши. В каком смысле? То есть, вот смотрите, сейчас же что мы имеем по поводу...
там, прошлая неделя закончилась, что мы имеем? Россия, значит, отказалась, это Зеленский тоже говорит, американцев, у них там есть такая идея, такая. Россия отказывается делить Запорожскую атомную. Вот эта вся, скажем так, конфигурация о том, что давайте где-то на 5, где-то на 45 километров отведем войска, а туда зайдут какие-то контингенты. Это Зеленский, собственно, рассказывал об этой экономической зоне и, опять-таки, показывая пальцем на Америку. Это, мол, Америка, если что, то это вот Америка. Это тоже сейчас, ну, в общем, не получается. По фронту мы видим продвижение достаточно, ну, такое, как и было, да, не шибко вперед рвутся, там километраж вот этот, ну, многие привирают, ну, там под Покровском есть, возле Волчанска есть, в Запорожской области тоже есть продвижение. Такой тихой сапой, да, все идет и движется вперед. И все ждут после наступления каких-то плюс-минус нормальных погодных условий 2 наступления. Одно – российское, второе – какое-то украинское. Вовсю уже говорят, что а вдруг какой-то рывок на Белгород, ну там что-то в этом духе, потому что сейчас Белгород тоже претерпевает инфраструктурные проблемы большие, сливают воду, говорят об эвакуации мирного населения. Соответственно, туда наступление, да, многие прогнозируют, Сырского, который вот должен идти в атаку. Ну вот я начал со Старлинков, что тоже очень интересно, да, как бы шума вроде много по поводу того, что вот россияне остановились или нет, там ВСУ где-то из-за Старлинков вырывается вперед. Но пока мы это не видим. Почему и как вы оцените поле боя в ближайшей перспективе? Ну вот смотрите, в свете того, что вы сказали, Александр, оно, как говорится, если с первого раза не удается, да, оно повторяется потом через несколько месяцев. Вот сегодня, например, некоторые структуры США, Великобритании, Польши, Германии говорят снова и снова о попытке сменить конституционный строй в Белоруссии. И это в Минске очень четко понимают. И лично президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. То есть события 2020 года, да, на сегодняшний день для белорусского общества было хорошей прививкой. Но опять же, Запад вот почему-то не внимает тем урокам, которые преподает ему история. То есть провал вот этой операции в Белоруссии, да, а это, кстати, напрямую связано все с Российской Федерацией. Если, не дай бог, конечно, удастся им свалить режим Лукашенко, да, то эти все процессы могут в дальнейшем быть инициироваться и на территории России. Главная задача Запада сегодня – и в том числе Соединенных Штатов, это не сколько те события, которые развиваются на фронте, да, потому что, как мы заметили с вами, он движется довольно медленно и, скажем так, рутинно, а то, чтобы подорвать союзное государство Россия, Беларусь изнутри. Вот какая на сегодняшний день главная задача. Вот здесь самый основной фронт борьбы с Россией и Белоруссией у англосаксов. Они будут пытаться вновь, и я не исключаю, что это может быть и в 26 году, нынешнем, повторить эту попытку. Но, как говорится, поживем увидим. Но я не думаю, опять же, что это приведет к успеху. Это приведет к успеху. Что касается, вот не могу, так сказать, тоже обойти этот вопрос, ну, так называемого, я его так называю, так называемого мира, который пытаются добиться американцы и от России, и от Украины. И, как они говорят, с такой наглостью, нам необходимо усадить Путина за стол переговоров. Причем вот этот термин «усадить», они даже не пытаются ревизию проводить. Ну, правильно это или неправильно. Как попугаи повторяют это изо дня в день. Особенно американские сенаторы-демократы.
Ну и, кстати, некоторые республиканцы в виде Линдси Грэма. Так вот, усадить можно, конечно, пригласить к переговорам, а не усадить. А когда, значит, переговоры для украинской стороны заходят в тупик, потому как россияне уже за 8 лет войны на Донбассе и введения Минского процесса поняли, что весь процесс со стороны Украины и Запада – это сплошной обман. Обман и отказ от собственных же подписей и принятых решений. Поэтому Россия на сегодняшний день очень жестко ставит условия на подобных переговорах, потому что она сегодня страна, выигрывающая на фронте. А это очень важно. И в этом случае что? Украина переходит к террористической деятельности. Пытается совершить покушение на лицо, которое, кстати, было в составе переговорщиков когда-то. В составе переговорщиков. А на сегодняшний день начальник генерала Алексеева возглавляет эту переговорную группу. И сорвать переговоры для Зеленского – это на сегодняшний день главнейшая задача. Потому что в этом заинтересована, прежде всего, американская сторона, для того, чтобы в очередной раз у каждого свои цели. Но во всем этом, в разных этих целях, они едины в том, что они пытаются обмануть Россию. Погодите, Вот вы сейчас говорите, что американцы хотят и заинтересованы в срыве переговоров. Нет, я говорю, что в срыве переговоров в первую очередь заинтересован Зеленский. Ему эти переговоры невыгодны. Американцам нужны переговоры для того, чтобы, подписав с российской стороны какое-то перемирие, как они стремятся к этому, дать шанс укрепить Украину в дальнейшем, чтобы она противостояла еще некоторое время России, и тем самым ввести на территорию Украины под этот шумок перемирия войска НАТО. Вот это задача для американцев, хотя они от этого отрекаются. А в чем проблема с этими войсками НАТО? Объясните, пожалуйста. Вот, смотрите, мы же понимаем, да, что... Ну, давайте так, понятно, что там мощная там техника, мощная, скажем, да, вот. И вот сейчас же как, мы подошли в очередной раз к, ну, вот этой ядерной риторике. И Караганов развивает, и у Такера Карлсона, потом на российском телевидении. Они там, некоторые эксперты, вот прямо говорят о том, что, слушайте, вот все же задаются вопросом, а какой будет ответ на... Ну, там, покушение на Алексеева, да, а какой будет ответ на вот это, а какой будет ответ на то? Ну, очевидно же, что эта карта есть в колоде или в запасе, да, в раздаче у российской стороны. Это удары неконвенциональным оружием. Караганов говорит, надо, чтобы предотвратить войну Третью мировую, надо ударить ядеркой по Лондону, по Берлину, да, и тогда все как бы переполошатся, и ничего не будет, и, в общем, архитектура безопасности будет глобальную, европейскую, ну, в общем, веселее подписывать, быстрее все решится, сразу раз, это будет превентивный удар, да. Другие говорят, что наоборот, там развяжется мировая война. Ну, в общем, это такой вопрос очень и очень такой важный, объемный, да, с точки зрения не только судьбы Украины, но Украина просто как на острие этого меча. Однако, то есть, вот как ответить? Ответит, ну, вот такими ударами. Почему не ответить такими ударами? То есть орешники, даже Зеленский выдает, говорит, орешник с территории Беларуси, если запустят, то вот тогда, понимаете, сразу там ввергнет Беларусь в войну. То есть тут белорусский фактор, о котором вы говорите, это сейчас он, ну, как бы на столе. Да? Капустин Яр уже, видите, бомбит Сырский. Генштаб рассказывает, что поразили там какой-то блок, какой-то ангар, где готовят баллистические ракеты. В общем, достоверно мы это не можем знать, но официально Генштаб Украины говорит, что мы вот Фламинго ударили и бьем, продолжаем бить по Капустиному Яру. Соответственно, при следующем применении орешника вообще скажут, да, это с Беларуси, и, в общем-то, новый фронт и так далее, еще и больше, и больше, и больше. Но войска НАТО потеряли свою... Ну, вот их бояться уже как бы не модно. Все видят, какая война и что происходит на поле боя.
Вот сейчас приходит информация о том, что в Сумах, причем несколько дней подряд, они говорят, сумчане говорят, FPV-дроны у нас, ну вот, как у себя дома. Им говорят, нет, всякие военные эксперты говорят, это наши перехватчики, это вообще то, что вы видите, вообще не смотрите наверх. Ну, а тут все-таки нашли, погода ясная, посмотрели наверх, включили камеру мобильного телефона, навели, летит Гербера российская, и из нее, как вот из матки, да, выскакивают эти FPV. Получается, люди не дураки, люди видят, что FPV-дроны атакуют непосредственно Сумы. Ну, а нам все рассказывают, это не то, это не то, это не то. Это я к чему? К тому, что абсолютно поменялась война, к тому, что абсолютно поменялся расклад сил. И, ну, я не могу сказать, что войска НАТО сейчас в том состоянии, в котором они есть, даже вот по состоянию на 26 год, представляют какую-то уж очень большую угрозу для России, для российской армии. Подлетное время, ну, такое оружие, как Орешник, оно как бы убирает этот фактор о том, что там ракеты, если хотят, могут направлять куда. В чем причина? Почему НАТО нельзя допустить России ближе к своим границам? Смотрите, на ваш объемный вопрос, Саша, я, пожалуй, отвечу достаточно коротко. Почему сегодня говорят об этой миссии НАТО на Украине? И мусолят эту тему уже довольно долго, не менее года. И Макрон, и Стармер, и до Стармера муссировали эту тему. Введение после подписания перемирия, что немаловажно, причем все говорят только так, после подписания перемирия с Россией можно вводить войска НАТО. Ну, понятное дело, прикрытие. Эти соглашения – это прикрытие. Но для Трампа, для Соединенных Штатов, введение войск НАТО на Украину, или как там их можно назвать, миротворцев НАТО, как угодно. Главная цель для Трампа на сегодняшний день – уничтожить НАТО. Вот что главное для Трампа. Он уже эту организацию ненавидит. Это бездонная корова, дойная корова, которая абсолютно бесполезна с самого, так сказать, начала своего создания в 1949 году. Все международные конфликты начинали американцы. Все международные, послевоенный период. НАТО участвовало только в Югославии. И то кто-то хотел, а кто-то не хотел бомбить Белград. Но особо яро это были, конечно, немцы и британцы. В этих акциях применяли участие, причем без санкций Совета Безопасности ООН. То есть отодвинули на задний план главную международную структуру, да, которая может выдавать мандаты на какие-то международные миссии военные. А НАТО в тот период времени, единственное их, так сказать, успех в кавычках, разбомбили гражданские объекты и столицу, Белград, тем самым посеяв межнациональную, межрелигиозную рознь в этой республике, что привело ее к развалу. Ну, в принципе, то же самое, что и по Украине, здесь можно сказать. Сценарий один и тот же. Так вот, Трамп, ему надоело обслуживать НАТО. А 2/3 бюджета, даже 3/4 бюджета денег НАТО – это американские деньги. Он хочет сэкономить. Он делает ставку на то, что Европу вообще в целом надо разваливать. Это об этом он говорит откровенно. Это бесполезные, говорит, страны для Соединенных Штатов. Он пытается вернуть гегемонию США не только в Европу, но и на весь мир. Трамп, я имею в виду. Понимаете? Поэтому он не ставит перед собой задачу на сегодняшний день, Трамп, как таковой миротворец, да, в кавычках, чтобы НАТО там помогло Украине выиграть эту войну. Наоборот. Он пытается уничтожить НАТО. А если действительно это случится, то Трамп прекрасно понимает, что Россия и в лице первого лица президента Путина и министра иностранных дел Лаврова неоднократно говорили, что это являться будет интервенцией, иностранной интервенцией, и это будут законные цели для российских ВКС.
Все очень логично. Поэтому не надо здесь, так сказать, мудрствовать лукаво, что, видите ли, это коренным образом изменит ход войны и так далее и тому подобное. Нифига оно не изменит. Наоборот, это будет ослаблять Европу, обескровит ее, а Соединенные Штаты только на этом погреют руки. И в частности не только Трамп, и после Трампа, потому что этот процесс будет очень длительным. Вот такая ситуация. Так а в чем действительно НАТО представляет такую страшную угрозу, что для этого надо 4 года Для кого? воевать? Для России. Для кого? Нет, конечно. Что нужно воевать 4 года в Украине, вот это вот, скажем, и конца и края не видно. Почему не пойти на, условно, контингенты или ограниченные, или какие-то миротворческие, или еще какие-то на территории Украины? Так ради бога, Россия говорит, мы готовы садиться с любым по поводу переговоров о мире на Украине. Кто хочет, пожалуйста, приезжайте в Москву, собирайте Совбез, в ООН Генеральную Ассамблею собирайте по этому поводу. Пожалуйста, мы будем обсуждать эту тему. Но НАТО на сегодняшний день для России не представляет никакой угрозы. И Россия, вот этот нарратив по поводу того, что там мы будем вооружаться, говорят в Европе, потому что Россия на нас нападет в 30-м там году или когда. Ну, это такой, знаете, плохо пахнущий, свежеиспеченный пирог, который несъедобен. Вот. Его никто не собирается на сегодняшний день эту тему как-то развивать. А как Россия нападет? А зачем ей это надо? Вот всегда, еще раз говорю, надо искать, задавать вопрос и искать ответ на него. Кому это выгодно? А выгодно нагнетать сегодня эту тему для Запада, для Европы, для Евросоюза. Для того, чтобы папочка, как говорят на Трампа, да, как говорит, в частности, генсек НАТО, папочка, их не бросил, а папочка уже готов бросить. Поэтому на сегодняшний день тот раскол, который есть сегодня между Штатами и в самом НАТО, Венгрия же член НАТО, Словакия ведь член НАТО, а, простите меня, ни одной программы, касающейся укрепления Украины в военном смысле слова, эти страны не поддерживают, они блокируют. Сегодня фон дер Ляйен, очень серьезно, глава Евросоюза, она очень серьезно озабочена тем, чтобы вывести Словакию и Венгрию из вот этого консенсума, который должен быть по решению вопросов, касающихся Украины. Потому что Венгрия и Словакия блокируют все инициативы Евросоюза, и в том числе НАТО. Но сегодня, в принципе, Евросоюз – это та же военная организация. Они, когда собираются в Давосе, они не экономику обсуждают мировую, они обсуждают Украину. Они обсуждают военную тему, но никак не экономику. Это уже не экономический форум, это уже какой-то филиал блока НАТО в Давосе в Швейцарии, понимаете? Поэтому я просто-таки аплодирую Трампу как ярый противник, и противник, кстати, вероятный США и в том числе НАТО. Но я аплодирую Трампу за то, что он, скажем так, роет медленно-медленно яму для Евросоюза и Североатлантического альянса. И он ее выроет, я уверяю вас. Ну, если не окончательно, да, похоронив эти союзы, то нанеся им колоссальный ущерб. Тем самым выводя Америку, опять же, по его замыслу Трампа, в самую глобальную, влиятельную страну в мире, которая будет и в дальнейшем диктовать свои условия всему миру. Это главная для него задача, потому что та многополярность, которая возникает сегодня в мире в виде того же БРИКС, ШОС и так далее и тому подобное, это для Соединенных Штатов не просто неудобоваримо, это убийственно. Они теряют свой авторитет. Американская валюта просто на сегодняшний день, многие уже задумываются о том, а действительно ли это мировая валюта. Может быть, нам пересмотреть все-таки в этом вопросе, так сказать, предусмотреть какие-то изменения,
Потому как одно дело печатать бумажки, а другое дело обеспечивать их активами. Это уже задачи глобального, мирового масштаба ставятся сегодня перед сообществом земным. А американцы, понимая это, хотят устранять конкурентов. Главный конкурент сегодня для США – это Евросоюз. Ну и Китай, конечно. Но Китай недосягаем, потому как суверенен и самостоятелен. А Евросоюз сидит на крючке. Еще один момент, который я хотел бы с вами обсудить, это по поводу целей и задач. Да? Лавров же, с которого мы начинали сегодня, он же говорит, что США и Украина, как бы их мнение не интересует, вот они ждут от Америки что-то, да? В контексте договоренностей, которые надо как бы по-мужски решить со стороны американцев. И опять как бы отсылает нас к Анкориджу. Но там есть еще другие пункты, требования. Такой, казалось бы, мелочный, конечно, но вопиющий случай. Значит, в южных странах, ну, футбол же еще жив, понимаете? На фоне того, что сейчас такой лютый скандал, и мы посмотрим, как там вообще вывернется, да, во что выльется вот эта история с массовым возвращением российских спортсменов вообще на любые соревнования. И это касается и там мирового уровня, и континентального. Еще только-только, да, свеж скандал с главой ФИФА о том, что он предложил, говорит, ну ничего не дает этот запрет, пора его снимать, пускай там девочки и мальчики играют в футбол, ездят в Европу, это важно, да, это только минус для футбола вообще в мировом масштабе. В Украине другой скандал на этом поприще. Значит, в жарких странах на сборах львовские Карпаты играли со шведским клубом ГАИС. Эту игру они проиграли 1-0. Это контрольный товарищеский матч. Ну, в общем, занимаются, как бы развиваются, пытаются не терять, так сказать, навыки украинские футболисты. И там капитан команды Денис Мирошниченко, это видео прям записали, он дает наставления там, перед игрой, все собрались, склонились, и он так мотивирующую речь, как бы как капитан выдает. По-русски выдает. По-русски. И какой подняли просто необыкновенный вой, как так? И Карпаты объявили о том, что они поменяли капитана. Теперь будет Владислав Бабогла. И сразу там вице-капитанов других назначили. А это вообще очень интересно. Это Амбросий Чачуа и Эдсон. Это вице-капитаны. Ну, если там новый капитан заболеет, травмируется или что-нибудь произойдет, да. В общем, у них есть вице-капитаны. Чачуа, да, Эдсон. Ну и вот как бы мы имеем вот этот вот так называемый кейс, да. Опять-таки, смотрите, понятно, что там футбол это вообще интернациональная история. Спорт – интернациональная история. Понятно, что вряд ли мотивирующая речь на украинском языке каких-нибудь Эдсонов или Чачу, или каких-нибудь легионеров, ну, как-то до них дойдет. Да? Ну, может, там эмоции какие-то выскажет, там что-то еще, но они вряд ли. Но даже этот абсолютно объективный, трезвый фактор, ну, оправдывающий капитана Мирошниченко, который давно, кстати, играет. Он играл за Карпаты давно, то есть футболист как бы по праву капитан. Он как предан клубу, он там уходил, потом вернулся. Но даже это не мешает, да, вот как бы вот так реагировать на происходящее, казалось бы, в узком, клубном, футбольном, вот этом мини-коллективе. Слушайте, ну мы с этим языком еще очень долго будем, наверное, спотыкаться на тех или иных случаях. Вообще, кажется, проблема нерешаемая. Настолько это все пропитано вот таким, ну, вот этим духом, да, духом такого рьяного идиотизма, швондеровщины какой-то. Что с этим делать? Ой, Саша, ну это вот демонстрирую. Я не любитель футбола, сразу скажу. Я не пытаюсь, вы так это правильно и сознанием дела, значит, сейчас донесли до меня. Но я скажу так, что я не любитель футбола, но в целом процессы я понимаю. Даже не вникая, так сказать, в тонкости футбольных фанов и вообще футбола в целом мирового. Здесь все понятно.
провал украинской национальной политики, провал украинской идеологии. А пока длится война, ну это опять же, берите любые войны, что Первую мировую, что Вторую мировую. Значит, когда заканчиваются войны, они обязательно заканчиваются стороной проигравшей и стороной победителем. Только так. Я вот как человек военный никогда не отступаю от этой аксиомы. Что не бывает такого, что война закончилась, и нет ни того, ни другого. Это ложь. Раньше я говорил, что это такое задурманивание, да, легкое. А на самом-то деле это большая ложь. Так вот, когда войны заканчиваются, все вопросы языков, все вопросы преследования по национальному признаку, а по сути говоря, нацизму. А нацизм в настоящее время надо уничтожать, потому что он поднял голову спустя 80 лет после победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Его надо уничтожать. Так вот, а не разговаривать с ним, вести разговоры о мире. Он так не уничтожится сам собой. А пока нацизм существует, украинский я имею в первую очередь в виду, вы же на этом акцентировали в вопросе. Так вот, этот нацизм будет давать свои плоды, ягодки свои давать. В лице тех же отдельных футболистов, спортсменов, которые не пожимают руку друг другу согласно кодексу спортивному с момента создания Международного олимпийского комитета. Соперники всегда жмут друг другу руки в спортивном состязании, в спортивном поединке. А нацисты отвергают это. Вот тут недавно тоже я смотрел, фехтовальщицы украинские, или теннисистки, по-моему, да, демонстративно не пожимали руки своим соперникам, польским соперникам, которые когда-то стояли и фотографировались вместе с россиянками. Ну, бред сивой кобылы, понимаете? Такая типичная, дремучая нацистская идеология. И вот когда все это уйдет, как пена с прозрачной воды, вот тогда и отпадут все вопросы, когда победит, как говорится, одна из сторон. Ну, я знаю, какая победит. А иначе я и в Киев не вернусь. А когда это все случится, тогда и все вопросы вот этой оголтелой идеологической обработки, которая была очень активно, начиналась в 2014 году, а очень завуалированно и методично велась с 2004 года. Ну, многие говорят, что с приходом Кравчука во власть, как президента Украины, новой Украины, как тогда говорили, он уже начал проводить эту национальную политику, так называемую. А она в конечном итоге привела к оголтелому нацизму. Ну, надо вещи называть своими именами. Вот и все. Вот и здесь, как говорится, не надо мудрствовать лукаво, чтобы понимать все эти процессы. Вот хорошо бы было бы, если наши украинские граждане, да, может быть, как говорится, они сейчас уже понимают через все эти беды, несчастья, которые на их головы обрушились, может быть, они сейчас начинают понимать, когда они шли к урнам в 2019 году, что нужно было, конечно, не за этих двух уродов голосовать, барыгу и клоуна, а из 39 кандидатов выбрать хотя бы самого некомпетентного человека, который все-таки, ну, может быть, как-то... Самого некомпетентного и Самого выбрали. некомпетентного, но далекого от войны. Понимаете? Так самого некомпетентного, который говорил, что он настолько далек от войны, о том, что с чертом Лейсом будет встречаться, о том, что... Это вы про Ахметова, что ли? Нет, как? Про Зеленского. Самого же некомпетентного и выбрали, Юрий Анатольевич, в 2019 году. Нет, как раз Зеленский был в то время уже компетентен, потому что ему Коломойский обрисовал его портрет президента. Вот он как раз был тогда компетентен. Что я твой папа, я тебя финансирую, я создаю твои фильмы промоутерские, а ты будешь верным слугой Запада, и это тебе поможет утвердиться в твоей должности. Он тогда уже был компетентен, Александр. А все эти разговоры, да, про окончание войны,
Это была та же промо-акция. Промо-акция была, в которую поверили рядовые украинцы. Пошли и бросили в урны 73% голос свой за вот этого негодяя сегодняшнего. Вот такая вот ситуевина. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего доброго. Будьте мудрыми, друзья мои. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.